Yine yaptın işte Hülya. Yine sattın bebeğini. O kızın anasına para verip buraya getirdin. Düğmeyi en baştan yanlış ilikleyen sensin Reyhan. Sadece özgürlüğüne kavuşturdum onu. Evet, para verdim. Reyhan yeni oyuncak alacak diye para mı verildi bir de? Yani yavaş yavaş senin de elinde yer zaten odaya. Olur Reyhan'ın. Hanım demen biraz resmi olmuyor mu artık? Başka ne diyebilirim ki? Anne. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Когда госпожа Рейхан слышит, что слова Аслы ее расстраивают, она очень расстраивается. Аслы бежит за ней и говорит: «Ты меня неправильно поняла, я не это хотела сказать. Все твои воспоминания здесь». Я сказала это, потому что никто, потерявший дочь, не может быть нормальным. Госпожа Рейхан говорит: «Сколько раз ты будешь мне лгать? Твоя мать поставит меня перед собой, чтобы я отвлеклась и пошла к Арасу. Я думала, между нами глубокая связь. Ты терпела меня только из жалости». Аслы кричит: «Не уходи, пожалуйста». Гнаясь за госпожой Рейхан, она вдруг вспоминает, как мать гналась за ней, когда та их бросила, и ей становится трудно дышать. Эмель и Бирджик приходят на помощь Аслы, в то время как госпожа Рейхан слышит их разговор, оборачивается и, взяв ее за руку, говорит: «Я не уйду, я здесь». Асли со слезами на глазах извиняется перед госпожой Рейхан. Затем они забирают Аслы в дом и кладут ее на кровать Мелике. Асли замечает, как меняется выражение лица Рейхан, и когда она произносит «Госпожа Рейхан», Рейхан отвечает: «Пожалуйста, ложитесь, сейчас придет врач». Асли говорит: «Все хорошо, спасибо, я пойду домой». Рейхан, не возражая, выходит из комнаты, говоря: «Хорошо, но я оставлю тебя одну. Я подожду внизу, ты вернешься, когда тебе станет лучше». Асли, Эмель, Бирджик и Фиген тоже очень удивлены таким поведением. Сезин обеспокоена отсутствием Аслы и постоянно ищет ее, в то время как Хюлия сохраняет спокойствие, что приводит к ссоре. Приходят Аслы и Рейхан, и Сезин объясняет, что очень переживает за нее. Когда Рейхан просит у нее куртку и хочет уйти, Аслы уговаривает ее зайти в дом и еще раз выслушать ее. Но Рейхан глубоко обижена и отказывается войти. Аслы продолжает умолять, и Хюлия говорит ей: «Хватит, хватит умолять». Рейхан говорит ей, что Аслы стало хуже дома, и что им, возможно, придется вызвать врача. После слов Хюльи Рейхан хочет спуститься вниз, но Аслы бежит за ней со словами: «Не уходи, тебе негде остановиться». Рейхан говорит: «Я найду решение, иди домой». Приходит Хюлья и говорит: «Хватит тебе там в обморок падать, послушай, тебе все равно». Аслы заставляет мать замолчать. Аслы говорит ей не вмешиваться. Хюлья отвечает: «Я вмешаюсь, ты же моя дочь». Аслы кричит ей: «Нет, не я». Хюлья глубоко оскорблена этим заявлением и уходит. Сезин идет за ней, а Мурат отводит Аслы домой. Сезин говорит: «Рейхан не виновата. Мы чувствуем себя рядом с ней, потому что она думает о нас больше, чем о себе. Люди хотят, чтобы их матери чувствовали то же самое. Ты всегда думаешь о себе». Хюлья расплакалась. После слов Сезин Хюлья продолжает плакать, когда они возвращаются домой. Рейхан укладывает Сезин и Мурата Аслы спать и выходит из комнаты. Рейхан говорит, что подождет, пока не придет Хюлья. Когда Мурат спрашивает, что между ними произошло, Рейхан отвечает, что пока не будет говорить. Рейхан расстроена, увидев фотографию, которую принесла Бирджик, на которой она изображена с Мелике. Когда Мурта и Сезин уходят в свою комнату, она остается одна с этой фотографией. Хюлья выпивает с Аканом на улице и делится своими переживаниями. Акан говорит: «Ты неплохая мать, есть люди, которые продают своих детей». Хюлья вспоминает, как много лет назад она умоляла продать Мелике и вернуться домой к матери, но та не хотела и продолжает рыдать. Рейхан засыпает за столом, но посреди ночи появляется пьяная Хюлья и начинает с ней спорить. Она говорит Рейхан, что пытается поссорить детей и выставить тебя плохой матерью. Аслы моя дочь, частичка моей жизни и крови. Она показывает ему фотографию: «Смотри, это твоя дочь, Мелике. Мне так жаль, ее больше нет».
Пожалуйста, попрощайся со своей дочерью. Ослы, моя дочь. Оставь ее. Ослы, моя дочь. Я не отдам ее тебе, моя мать, мой ребенок. Она падает на диван. Госпожа Рейхан заходит в комнату Ослы и прощается с ней. Затем она оставляет фотографию с Мелике на столе, вспоминая первый день, когда она держала Мелике на руках. Она уходит из дома. Ослы просыпается, вздрогнув, увидев несчастный случай с Мелике. Придя в салон, она понимает, что ее мать напилась и потеряла сознание. Она укрывается и извиняется перед ней, а Хюлья кричит: «Дитя мое». Ослы прячет бутылку, чтобы брат ее не увидел, и злится. Мурат встает и объясняет, что Рейхан очень расстроилась и что она оставила письмо в гостиной, потому что хотела спрятать его в своей комнате на случай, если захочет побыть одна. Осли паникует, не успев дозвониться до Рейхан. Рейхан оставила Осли записку: «Пора взглянуть правде в глаза, пора заняться моей дочерью». Когда Осли показывает письмо братьям и сестрам и спрашивает, что оно значит, они опасаются, что она хочет причинить себе вред, поэтому Осли звонит Арасу. Когда Осли идет показать им письмо, ее братья и сестры говорят: «Мы тоже идем, мы не можем оставить тебя одну». Женщины Фиген завтракают с Дерьей за завтраком. Когда Фиген благодарит Араса за то, что он привел Дерью, потому что был пьян и не мог вести машину, Арас усмехается. Бериджик видит, как звонит телефон Араса. «Если хочешь, ответь, она вчера заболела», — говорит Арас. Арас отвечает и сообщает, что Ослы оставила записку о пропаже Рейхан. Метин тут же звонит в полицию, сообщает ей о пропаже Рейхан и просит о помощи. Затем он говорит матери, которая недоумевает, что происходит, что все из-за Фиген. Когда Ослы и ее братья и сестры вбегают в дом, Метин и Фиген объясняют ситуацию Рейхан. Они говорят начальнику полиции, что ее жизнь в опасности и что они немедленно начнут поиски. Они боятся, что он что-нибудь с ней сделает. Ослы говорит, что Рейхан не причинит ей вреда, и Фиген говорит: «Уведите ее отсюда». Ослы возражает: «Я здесь ради Рейхан, и я пыталась сказать тебе вчера». Арас берет Ослы и выводит ее на улицу. Мурат под предлогом похода в туалет поговорил с Берджик и взял ее номер телефона на случай, если ему понадобится связаться с Рейхан. Когда Мирьем увидела их разговор, им пришлось уйти. Ослы рассказала, что произошло, плача, что не смогла сделать Рейхан счастливой, и вцепилась в шею Араса, надеясь найти ее. Когда Хюлья проснулась, дома никого не было. Когда дети вернулись домой и спросили о Рейхан, Хюлья ушла, разгневанная, со словами: «Ты заставила меня забыть то, что я знала». Если бы Сезин пришла домой пьяной, она бы не поняла, что сказала. Она подумала, не разбила ли она ей сердце. Хюлья вспомнила свой разговор с Рейхан, когда они сидели в раковине. Пока Ослы плакала в своей комнате, Хюлья спросила, что написано в записке. Ослы поняла, о чем они говорят, и поговорила с ней. Она огрызается на нее за резкие слова: «Ослы, моя дочь, твоя дочь. Мелике, я же велела тебе попрощаться с дочерью». Ослы приходят в ярость. В панике она выходит из комнаты, чтобы попрощаться с дочерью, и звонит Арасу, требуя сказать, где Мелике попала в аварию. Арас говорит, что пойдет искать место аварии. Ослы давят на него, говоря: «Я ему скажу». Она узнает об этом и уходит из дома вместе с Хюльей. Хюлья хватает Ослы за руку и говорит: «Я не оставлю тебя одну», но Акан останавливает машину и кричит: «Что ты делаешь?». Хюлья отвечает: «Нет времени, садись», и они немедленно отправляются на место аварии Мелике. Рейхан тут же думает о словах Хюльи. Ослы догоняет ее и бежит к Рейхан. Рейхан говорит: «Уходи отсюда. Мне нужно попрощаться, но я не могу. Моя боль не утихнет. Может быть, если я снова соберусь, то смогу». Ослы говорит: «То, что ты сейчас переживаешь, это не сон. Каждый миг, что ты была со мной, я чувствовала себя так же близко, как моя мать. Ты такая же, как я». Рейхан спрашивает: «Ты правда так себя чувствуешь?» Ослы отвечает: «Я ненормальная. То, через что мы проходим, ненормально. Никто нас не понимает.
Когда Рейхан берет ее руку и прикладывает к сердцу, она говорит: «Не только сердце Мелике любит тебя. Ты говоришь, что ты тоже в долгу передо мной. Я хочу, чтобы ты остался со мной и выплатил этот долг. Не покидай меня, пожалуйста». Рейхан плачет и обнимает ослы. Все говорят, что очень напуганы и расстроены, а Хюлья говорит: «Прости, если я совершила ошибку». Когда Аслы идет в клинику одна, Сезен звонит Арасу и просит его не оставлять ее. Арас с женщиной, на которой хочет жениться. Девушка говорит: «Не трать время, оставляя меня. Я с тобой». Они вместе идут к Аслы. Когда Аслы сталкивается с Арасом, она спрашивает, зачем он пришел. Когда Арас говорит ей, что Сезен рассказала ей эту новость, Аслы злится на свою сестру. Аслы говорит, что Мелике ей безразлично, но Дерья подходит сзади и говорит: «Если бы тебя это волновало, ты бы не пришел со своей девушкой». Затем, когда девушка подходит к Арасу, они притворяются, что снова встречаются. Понимая ревность Аслы, Арас подходит ближе к Дерье и говорит ей, что они скоро обручатся. Когда Аслы говорит: «Я видела тебя вчера», Дерья отвечает: «Извини, у меня такая плохая память на лица, что я почти ничего не помню». Дерья шепчет что-то на ухо Арасу, уходя, а затем целует его. Арас и Аслы вместе заходят в дом и находят врача, который делал обследование. Врач не раскрывает, какое обследование проходило Мелике, объясняя, что они никогда не встречались и Мелике здесь не было, и отпускает их. Тем временем Метин и Рейхан приходят в дом Хюлье с предложением Хюлье пожениться с Аслы и предложить ей немного денег. Когда Метин объясняет Хюлье все условия, она отказывается. Аслы просит Араса проголосовать за секретаря, а затем пробирается в кабинет врача. Она не может открыть досье Мелике на компьютере. Когда она уже собирается уходить, на компьютер приходит сообщение, и она возвращается, чтобы его прочитать. В сообщении говорится, что Мелике прошла ДНК-тест и узнала, что ее удочерили. Прочитав это, Аслы выходит из комнаты. Хюлья говорит Метину, что хочет поговорить с Рейхан, и они устраивают ей очную ставку. Хюлья говорит: «Деньги слишком большие, чтобы отказываться, но я не могу отдать свою дочь, но думаю, она очень нужна тебе». Рейхан отвечает, что не нужно притворяться. Хюлья говорит: «Хорошо, раз уж я постараюсь не рассказывать дочери о ситуации, я не буду тратить деньги сразу, а сделаю вид, что ты даешь ей деньги время от времени». Рейхан отвечает: «Нет, от нее ничего не скроешь, Аслы все узнает». Хюлья кричит: «Ты хочешь, чтобы моя дочь меня возненавидела? Она подумает, что я ее продаю, и возненавидит не только меня, но и тебя». Рейхан говорит: «Это не твое дело, я плачу деньги, так что решай сам». В этот момент Аслы приходит домой, Рейхан говорит, что твоей матери нужно с тобой кое о чем поговорить, и уходит. Они говорят Метину, как 2 месяца назад, когда Мелике угнала машину Араса и уехала, она встретила Метина и узнала, что его усыновили. Когда он говорит: «Мы с твоей тетей обеспечили тебе достойную жизнь, чтобы твоя мать не расстраивалась», Мелике спрашивает: «Может, мне поблагодарить тебя за то, что ты от меня отказалась?» Когда Мелике говорит ему, что все об этом узнают, Метин вспоминает, как он останавливал ее, говоря: «Ты никого не откажешь». Хюлья упоминает предложение Рейхан, объясняя: «Мы все заслуживаем лучшей жизни. Она предложила тебе жить с ними, а взамен предложила нам 50 миллионов. Аслы говорит: «На этот раз ты меня действительно предала». Хюлья плачет: «Сначала я думала так же, но, может быть, теперь я смогу предложить тебе жизнь, которую ты заслуживаешь. Я в замешательстве за всех нас». Аслы внезапно обнимает мать, хватает ее за лицо и говорит: «Клянусь, я больше не хочу тебя видеть». Она уходит из дома. Хюлья бежит за ним со словами: «Асли, я не сказала хорошо, я в растерянности». Асли оказывается между Рейхан и Метином, а ее мать, Хюлья, идет за ней. С плачем Асли подходит к Рейхан и говорит: «Мы можем идти, я готова». Они садятся в машину и уезжают. Хюлья бежит за ними со словами: «Доченька, не уходи, я сдалась». Асли очень расстроена и уходит, плача. На этом мы завершаем очередной анализ. Не стесняйтесь делиться своими ценными отзывами в комментариях.
Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы смотреть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.